Так, итак, разга за 3 прута, закрытие изделия, закрытие корзинки верхнего края красивенько. Значит, заранее я тут уже сделала, все вставила стоечки. Вам только покажу последнюю, как. Ну, тут все просто, элементарно. Шилом или же спицей. Делаем кармашек. Я плету слева направо, поэтому я делаю с левой стороны кармашек. В него капаю немножечко клея, клей ПВА обычный. ПВА клей не оставит следов при высыхании. И погружаю туда стоечку. Все стоечки у меня влажные. Нарастить все стоечки надо быстренько, чтобы они не успели высохнуть. Потому что нам по плетанию это важно, чтобы не потрескались трубочки. И это все мягко, красиво легло. Начинаем мы с любого места. Берем любую стоечку и делаем вот так вот. Здесь я вставлю трубочку свою, маркер как бы, чтобы я понимала потом, куда мне вставлять, когда закрывать буду трубочки. И вот так вот загибаем одну. Опять же здесь я тоже вставляю маркер. Другого цвета я вам вставляю трубочки, чтобы вам было понятно. И как бы огибаю ее. Вот так вот. Следующую тоже вставляю маркер. Вторую. И третью. Как бы огибаем. Все. Берем, значит, вот эту вот нашу крайнюю левую. Заводим ее за 2 стоечки. За 2 стоечки. И укладываем на наши пенечки. И вот заканчиваются пенечки, вот так вот я и срезаю ее. Все. Укладываю. Могу немножечко даже придавить. Беру стоечку, крайнюю левую. И как бы накрываю, но с той стороны, где внутренняя сторона, вот так вот. Вот так вот, смотрите. Укладывая ее параллельно. Теперь беру крайнюю левую из нижних 3. Крайнюю левую. Завожу за раз, два, вторую стоечку. Укладываю на пенечки. Немножечко могу приминать даже. Срезаю не длиннее пенечков. И опускаем нашу стоечку. Рядышком с ней укладываем. Красивенько. Все, продолжаем также плести. Крайняя левая, заводим за раз, два, вторую стоечку. Укладываем на пенечки, срезаем. Укладываем стоечкой ее. Крайняя левая. Обрезаем. Чуть-чуть длиннее стоечек. Наших обрезанных стоечек, которые там пенечечки уже теперь они. Все, накрываем крайней левой стойкой. И смотрите, как получается у нас. У нас нигде не видно ни среза. Смотрите внимательно, ни среза, ничего. Закрытие такое аккуратное получается. Так, уложили 3 у нас внизу. Берем одну, первую левую. Укладываем. Рядышком с ней параллельно укладываю стойку. И так мы загибаем все стоечки.
Старайтесь делать это немедленно. Но если у вас еще вы новичок, не получается быстро, я вам советую на каждую стоечку одеть коктейльную трубочку. И вот как только вы будете подходить к работе с коктейльной трубочкой, вот и снимайте ее. Вам нужно и вот эти две уже работать. Вот и снимайте. Для того, чтобы не пересыхали у вас трубочки. Когда сухие трубочки, будут заломы. Будут трескаться трубочки. И это некрасиво потом в изделии. А вы одели коктейльную трубочку и себе спокойно, себе не спеша, если вы еще новичок, работаете. Так, тут фокус не очень был из-за трубочек моих, стоечек. Вот так вот. Вот так вот. Ну и так вот проплетаем до конца. Я включусь, когда мы будем соединять. У нас уже ряд нам надо состыковать, и покажу вам. Начало. Подошли к началу. Показываю. Маркеры наши пока что еще здесь сидят. Итак, все по узору. Уложила я, отрезала. Накрываю стоечкой. Накрываю, увожу ее вниз. Крайняя левая. Крайняя левая. Мы убираем первый маркер. Перед этой стоечкой за вторую стоечку должна уйти вот сюда, где был маркер. Срезаем вровень с пенечечками. Берем стоечку и накрываем срезанную. Накрываем, заводя вовнутрь. Следующую берем, крайняя левая. Наш маркер мы должны завести по маркеру. Вот так и вот так. Вот смотрите, вот так. Убираем маркер. Над нашими нижними трубочками заводим сюда. Поправляем ту трубочку, чтобы она легла параллельно ей. Срезаем. Крайняя левая пошла к следующему маркеру. Вынимаем его. И так как он у нас и был, туда же и заводим. Вот. Срезаем. Убираем этот маркер. Вот смотрите, идет не под эту трубочку, а над. Я могу сразу вот так вот эта стоечка, за которую мне надо будет завести, я сразу вот здесь вот подрежу, чтобы это все мне потом не залазить туда моими секаторами. Вот туда я теперь, где маркер, вот так вот ее укладываю. Беру спицу, все это аккуратно поправлю. Вот видите, она должна параллельно идти, ни в какие не нахлесты. Все, параллельно хвостик идет тем стоечкам. Теперь аккуратно все изделие просматриваем, поправляем. Все. Вот это разга закрыто. Закрытие изделия. Разгой за 3 прута. Вот как оно выглядит.
Со всех сторон аккуратно, нигде ничего, никаких пенечков не видно.